Ребята, всем привет! Короче, у нас тут ливень фигарит, гром фигачит, так что, если что, за антураж, там это, не пугайтесь. Это не я так специально, это дождь. Короче, решил я тут себе запилить такую фигню, у Викона подсмотрел, у них там, короче, 12-вольтовое питание, там, да, они выводят там подключение там райзеров своих, там, ну, с блоков питания мощных. Вот, я себе решил тоже сделать такую штуку, встроить в стол. Вот, короче, купил 1,2 киловатта 100 амперный блок питания 12-вольтовый. Я его немного подстроил, на выходе теперь 14 вольт. Вот, до 100 ампер он качает. Но я думаю, ампер 50-60 он железно будет выдавать. Тут мы с Саньком, тут напарником, когда мерили, выставляли напряжение, случайно, короче, крокодил упал. Крокодил аж как лампочка засветился. Вот. Я его разобрал и доработал, в принципе, ну, не знаю, показать вам сейчас. Без погнали, будет интересно, прям так записываю видос, грубо говоря. Так, сейчас я. Блин, ну там много чего откручу, там и плату. Короче, я усилил вот эти все дорожки силовой части. Я, короче, тут сюда уфигачил такого припой, не знаю, грамм 150, наверное, такой прут, ну, не толстый, такой, миллиметра 3 толщиной, советский ПОС 61. И, то есть, толстые же эти провода от силовых модулей Starline прям. Все силовые дорожки, короче, усилил, чтобы, ну, наверняка не погорел, ничего там. Так, ребят, короче, вот усиливаем блок питания, потому что токи тут просто офигенские. Надо поверх, вот он уже пролужен, но надо его еще дополнительно усилить. То есть впаиваем сюда вот так вот, впаиваем. И вот так по всей длине как бы напаиваем. Чтобы, короче, усилить можно, ну, который ток может идти через эти дорожки. Потому что, если, например, где-то будет короткое замыкание в момент сработки, то токи будут очень большие через эту цепь идти. Вот, короче, блок питания. Это у нас отдельная тема. Вот, плюс купил 10 АВГ силиконовые провода толстые. И вот сейчас получил как раз посылку. Вот решил сейчас, пока все равно уже особо работа закончена на сегодня. Короче, врежу я такие розеточки прям в стол. Вот, потом сейчас попозже покажу, как это буду делать. Силовые до 90 ампер, короче, XT90 купил. Позолоченные вот такие разъемы. Вот, и будет у меня встроенная силовая мощная розетка 12 вольт. Потому что сейчас к концу лета, к осени пойдут опять сезон выбаст, понесут. Их надо, тут мне отдали рабочую полностью выбасту. Ну, стенд из нее запилю. Для проверки потом их на столе, чтобы не дергать туда-сюда. Ну и, соответственно, вилочки будут выглядеть вот так. Они идут в комплекте вот с этой штучкой. Защелкиваются, да, ну как бы все защищено, утоплено, и замкнуть ничего просто так не должно. Вот, короче, вот так, ребят. Так, ребят, сейчас, короче, штангеном померяю толщину вот этой розетки. У нас 14 миллиметров надо, да? Блин, 14 у нас, наверное, в шуруповерт не влезет, хотя у меня есть проточное сверло такое большое. Оно у нас 12 только, блин, да? 12, да, 12 миллиметров. Ну, 12, значит, 12. Чуть-чуть расшуршим, потом подрежем. И сейчас буду, короче, врезать это все дело. Блин, я не знаю, как вам это заснять. Сейчас попробую что-нибудь придумать, короче. Ладно, давайте. Так, ну, 12, короче, мне надо на глубину сделать. Сама эта штука имеет где-то 16 и плюс. Мне ее надо будет утопить. Или сделать накладную, тут плюс-минус указано. Хотя зачем мне это надо? У меня по-другому мы это... Все равно не воткнем, вилка, она, ну, по-другому не влезет.
Я, наверное, ее сделаю за подлицо. Короче, мне надо глубину просверлить где-то, наверное, 35. На глубину 35, соответственно, в торец доски в глубину, а снизу еще просверлить, чтобы выход провода. Я хочу под столом все это дело закрепить, чтобы тут мне ничего не мешалось. Вот, ну и была мощная розетка для, вот если что-то надо будет мощное силовое включить, вот буду делать ее, запитывать. Как-то так. Так, чтобы по центру доску разметить, есть вот такая штука, чертилка, типа штангена. Да, то есть мне 35, а сколько у нас толщина? Толщина доски у нас столешница 30. То есть мне надо на 15 миллиметров выставить эту, чтобы прям по центру это дело было врезано. Зажимаем. Все, у нас, то есть как бы 15 миллиметров чертилка. Можно точно отметить центр. Так. Ребят, короче, отчеркиваю центральную часть. Мне, конечно, розетка где-то вот здесь нужна. Вот так вот, наверное, да? Отчеркнули. Теперь я, наверное, тут у меня поскольку уголок, вот, наверное, где-то здесь будет центр. Я думаю, надо будет прям по этим штырькам два отверстия, которые потом в одно объединятся. Во, пизанем. Так, на глубину 35, наверное, надо, наверное, сделать какой-нибудь ограничитель в виде изоленты. Вот оно и докуда сверлить. Вот. 35 примерно. Да. И фигачим. Делаем. Да, так не получится рассверливать. Так, ну, нормально. Болим С. Так, теперь все это дело у нас надо. Смотрю, у меня, по-моему, стамески есть.
Ну-ка, примерим. Так. Ну, у нас промялось. Теперь мы можем видеть, где нам еще можно подрезать. Так. У нас уже начинает заходить. Короче, теперь наша задача запаять. Отрезал два кусочка. Соответственно, когда она вставится, вот эти хвосты там где-то тут блок питания наверху закреплю снизу. Я думаю, тут вот так достаточно по 5 миллиметров зачистить. Провода силиконовые. Соответственно, сейчас будем их запаивать. Сначала, наверное, залужу. Берем чудесный флюс дяди Димы. Так, берем наш припой и будем зауживать. Тут просто 10 АВГ. Так серьезно надо залудить-то. Так, у нас это минус. Вот так вот прям все это дело. И начнем заполнять припоем. Так вот мы запаяли. Это у нас минусовой провод. Теплый, однако. Так, минус мы запаяли в минус. Все у нас
Припой сел. Теперь зачищаем плюсовой тоже на чуть-чуть. Вот. Наносим флюса. Я так понял, тут даже можно 8 АВГ впаять было. Все, впаяли. Теперь впаиваем эту. Провода такие увесистые. Не очень удобно. Ребят, я тут думал, мне пришли клеммы очень большие. Они как раз в тему. Медные вот такие. Здоровые клеммы. Я его вот разогнул. И у нас тут 3 плюса и 3 минуса. И она идеально почти даже чуть-чуть подточить. Я думаю, сейчас вот эти перегородки уберу. 3 отверстия. И будет такая сразу с 3 токосъем сразу это. Меньше нагружать разъем. Так что как-то вот так, наверное, сейчас буду делать. Сейчас для начала откручу все эти, чтобы не мешались. 6 винтиков. Ну, соответственно, между плюсом и минусом оставлю эту перегородку. Вот так вот берем, выкручиваем, выкручиваем. У нас получается вот так. У нас получается вот эти крайних от резистора, посмотрим, 3 плюса силовых, вот тут, наверное, нарисовано. И 3 минуса. Берем, короче, вот так вот эти перегородки выкусываем. Кусачки сейчас покажу, выкушу. У нас получается 3 плюсовых. Так, между плюсом и минусом оставляем 3 минусовых. Вот эти вот такие вот выкусываем эти перегородочки, чтобы можно было это прям одной шинкой вставить. У нас получается очень чудесненькая конструкция. Еще вот так подровняем ножичком, чтобы заподлито все было. И я думаю, будет более чем. О. Получилось вот так. Вот одна перегородочка между плюсовыми и минусовыми клеммами. Вот она в центре. А тут, соответственно, без перегородок. Сейчас, соответственно, размечаем. Я думаю, где-то по миллиметру пойду сточу сейчас на наждаке. И потом посмотрим. Так, ребят, короче, сделал я из вот таких клеммы, покупал. Провода, ну я на картинке думал, они меньше. Ну, думал, здоровые. Ну вот, блин, мысль сейчас посетила. Я их все-таки применил по назначению. Короче, вот такие вот разогнул их, обточил в размер. И получается, смотрите, у нас получается очень мощные токосъемные шины. Вот. Я их сейчас еще потом зажму, провода. То есть у нас плюсовая клемма получилась. И со всех 3 как раз вот токосъемных этих колец. Тут медь такая, толщина 2 мм, наверное, 1,5-2.
Ну и то есть они рассчитаны, эти клеммы были на 100 ампер как раз тока. Так что вот такой вот. И сейчас я, соответственно, просверлю отверстия. Они прям как раз сюда идеально встали. 3 отверстия и просто этими же штатными штуками прижму их. Зажму. И будет, я думаю, просто супер бенч. Так, теперь мне надо разметить все это дело. У нас центра вот так вот идут отверстий. С небольшим запасом отверстий возьму, просверлить. Так, у нас получается ширина этой клеммы 12 миллиметров. То есть я делаю 6 и вот так проводим просто по этой линии. Когда мы все ставим, как раз получается по центру. Можно, кстати, даже взять, наверное, не 6, а вот 5,5 где-то. Вот так. Тогда будет прям вообще идеально. Вот, мы отчертили. Соответственно, берем еще раз по клемме. Потом можно, кстати, надфилем, если что, доработать. Так, по центрам, по центрам. Так, и вот так вот. Разметили, сейчас пойду просверлю. У нас тут болтики М4. Я думаю, сейчас пятерочкой просверлю отверстие и посмотрим. Так, ребят, магия монтажа. Минут 15-20 повозился. И у меня получились вот такие вот две штучки из этих медных клемм. Соответственно, я одну вот сюда, как раз, да, минусовая будет, одна плюсовая. Или наоборот, тут, по-моему, полегче тут заходит, да. Вот. Все. Сейчас, соответственно, приделаю сюда вот провода эти, запаяю, паяю. Надену термоусадки. И можно крепить блок питания уже под столом и подключать, соответственно, розетку. Так что вот, все ссылки тогда на там, блок питания, где я все с Алика заказывал. Клеммы, вот эти все розетки, я тогда в описании ролика приложу. Может, кому, если вдруг интересно будет такая тема. Вот. Где какие компоненты я брал, я ссылки оставлю. Так, ладно, будем делать. Так. Короче, у нас вот тут будет, наверное, вот постолько. Соответственно, провода брал специально силиконовые. Так, у нас вот этот нормально, да, входит сюда? Нет, минусовой будет. Вот сюда плавчей заходит. Это у нас плюс. О, плюс. Соответственно, блин, а можно, кстати, наверное, даже чуть-чуть покороче сделать. Чуть-чуть вот так. Укоротим. О, короче. Опять я путаюсь. Так, вот он плюс. Вот так мы его подзажмем. Сейчас геббельсами заодно.
как механический крепеж. И, блин, даже, наверное, побольше надо. А то сейчас все припой натечет. И будет не очень. Так. Берем опять наш флюс дяди Димы. Оп. Кстати, о флюсе мы же хотели разыграть с ним. Вот, поговорили, наверное, давайте в субботу, может, ближе к вечеру проведем стримчанский. И заодно разыграем 5 комплектов, 5 тюбиков флюса. От Дмитрия Боксбергера. В предыдущем ролике там я говорил об условиях конкурса. Это надо быть подписанным на мой канал, на канал Дмитрия. И откройте у себя в настройках профиль, чтобы можно было смотреть, что вы являетесь подписчиком наших каналов. GBC-ха, вот эту лютую медную шляпу пропаивает на ура. Все, больше я не буду. А потом тут вот впитывается, все потихоньку уходит. Вот все, припой закристаллизовался. Все, одну впаяли. Теперь вторую клемму делаем. Наверное, тоже что покороче делаю. Сюда зафигачит. Вот тут зажимаем геббельсами. Вот, она у нас, получается, зажалась. Вот так вот подрасплющиваем. И потом уже запаянный это все дело выглядит вот так. Потом сейчас чуть придется, чтобы просунуть, отпаять все-таки и надеть термоусадки. И потому что эти большие через отверстия не пройдут. Вот, сейчас пока паяю, пока все это собрано. Так. Мы берем опять флюс дяди Димы. И фигачим. Вот на таких вот мощных медных штуках видны преимущества дорогого качественного оборудования. Потому что обычными паяльниками тут, если только дедушкиным таким здоровым топором. А тут все вот такой вроде небольшой паяльничек, а фигачит только в путь. Все, тоже впаялся. Ждем теперь, когда остынет. Отпаиваем от розетки. И начинаем крепить все это дело под стол. Клеммы получились вообще лютые. Все уже кристаллизуется. Вот такие у нас получились клеммы.
Сейчас они до конца достынут. Помоем их, оденем термоусадки, наверное, склеим какие-нибудь. Такие лютые. Такие бы увесистые проводули получились. Так, берем бумажку и начинаем чистить. Сейчас отмой, короче, все. Потом продолжим. Так. Ребят, приступаем. Сейчас я из розетки появить вывода. Хоп, проводульку отпаяли. Второе. Вторую тоже отпаяли. И пока нам розетка сама не нужна. Теперь сейчас я сделаю вот так, наверное. Вот такой длины термоусадку с клеевым слоем. Цветной нету. Такой прозрачный сейчас зафигачу. Изоляционные свойства она выполнять будет чудесно. Так. Надеваем на наш импровизированный клеммы. Туда лейку отодвинем. И фигачим. Обсаживаем ее. Одна готова. Все. Термосок надели. Теперь натягиваем на вторую клемму. И вторую термоусадку обсаживаем. Все, две усадили. Теперь сейчас будем крепить все это дело к блоку питания. Вставляем и зажимаем винтики. Зажали. Зажали. И последний тоже. Теперь все дело поджимаем клемму, чтобы был плотный контакт. Потому что стойки тут будут очень большие, если что. Вот они поджали. И еще 3 на минусовые. Так, ребят, все.
Получилось, короче, вот так. Сейчас я крупно покажу плану. Вот. Мощные шины по 3 болта. То есть они как раз 3 все выхода, широкие дорожки печатной платы. То есть, ну, как бы нет узкого места в этом звене. Вот, через мощные шины. И сейчас его к обратной стороне вот так проводочки через стол выведу. Сюда, да, в эту розетку приделаю. А его снизу закреплю к столу. Вот через эти вот дырочки крепежные отверстия. И, соответственно, будет у меня мощный источник питания 12 вольт до 100 ампер. А розетка, потом я еще целый купил пакетик. 5, по-моему, и так еще 2. Можно любые хвосты там наделать. Крокодилы еще идут. Я вот как раз у меня еще провода и ВГшные остались. Да, я их положил. Вот мне. У меня еще остались вот такой длины. Ну, то есть сколько, я не знаю, 1,5 метра, наверное. Сделаю сюда крокодилы мощные, чтобы можно было что-то подключать, если надо. Ну и, соответственно, можно какие-нибудь еще специфические сделать эти оснастки. По 2 метра, короче, взял провода. Вот хвостик как раз для подключения к розетке. Вот. Как-то вот так. Так, ребят. Ага. Короче, смотрите. Одеваем сюда вот термоусадочки подальше, потому что провода довольно сильно нагреваются. Вот, блок сейчас там висит на проводах. Сейчас я беру вилку и фигачу. У меня плюсовой, вот он, вывод. И делаем впаечку плюсового вывода. Плюсовой, еще раз все убедились. Вот, нифига не впаялся. Вот только теперь сел. Вот, впаяли. Делаем еще побольше. Еще берем припоя. Так, все, впаяли. Сейчас немного это все дело подостынет. Вот. Обдули. И прям быстренько вот так движением раз. До упора термоусадочку одели. Вот, вот так. И вторую также. Хоба. И берем теперь фен. Насколько его хватит тут, да? И ну, в принципе, нормально обсаживается.
все. У нас готово. Теперь вставляем наши розетки до упора сюда. Посмотрим, они где тут. Вот они, конечно, диски этих не положили. Смотрите. Маленьких каких-нибудь. Но сейчас что-нибудь найду и прикручу. Так, ребят. Все врезал. И у меня теперь, смотрите, плюс, минус 14 вольт. И это у нас силовое питание. То есть теперь можно взять вот вилочку, да, сделать. Соответственно, мы ее втыкаем. Ну и, соответственно, тут у нас 14 вольт на выходе. Вот, сейчас можем, кстати, сразу ее и сделать с проводами. Вот у нас проводульки. Одеваем. У нас, короче, квадратный это плюс. Можно было потом одеть. Так, также залуживаем. Так. Сейчас сделаем. Облуживаем минусовой провод. Так, минусовой провод облудили. Теперь плюсовой. Так, все у нас плюс. Облуживаем плюсовую клемму. Так, плюс облудили. Тут, если что, на этих вот указаны плюс и минус на клеммах и на той штучке. Так, теперь облуживаем минусовую.
Все, запаяли. Теперь берем вот эту вот фишечку. Она же как разделитель, то есть мы по-любому эти провода. Все, она защелкивается. У нас получается вот такая аккуратная вилка. Причем она, ну, как бы эти позолоченные контакты, большие токи, вот на 90 ампер она рассчитана. XT90. И все у нас теперь. Коротить я, конечно, их не хочу, но пыхают они значетно. Вот так вилку вставляем. И у нас можем проверить теперь напряжение. У нас на выходе те же 14 вольт. Вот такой вот я улучшайзинг небольшой провел в своей мастерской. То есть потом сейчас еще придут крокодил, такие изолированные я заказал. Тоже до 100 ампер, полностью закрытые пластиком. Я там ссылки туда все приведу в описании. Чтобы случайно не замкнули. Ну и сделаю вот все вот так вот. То есть как бы длинные провода. Можно какой-нибудь там стенд запитать или еще что-то. Потому что вот эти лабораторники, они, ну, понятно, там защиты, но иногда нужен, как говорится, нужен только хардкор. Соответственно, подать очень большой ток. Тогда обычно берешь аккумулятор, но что-то я уже задолбался его заряжать. Он требуется нечасто, но вот, вставил, все плотничком вставляется. И теперь, грубо говоря, можно сделать разные хвосты и использовать просто эту розетку. Как-то вот так, ребят. Сейчас еще вам покажу, как теперь все это дело выглядит и для чего это затевалось. Вот так у нас выглядит эта розетка. Сейчас я крупным планом. Провода не коротнут, ничего. Вот, вставляем. Она вставлена, выдергиваем. Она выдернута. Вот, и, соответственно, под низом вот она вот так. Отверстия выходят и идут в блок питания к этим шинкам. Блок, соответственно, под столом ничему не мешает. Ногами его не задеваешь, он там в глубине стола стоит. Короче, вот так вот. Соответственно, ну, эти вилки все. Вот тут написано, видите, нарисован плюсик. Это плюсовой, да, контакт квадратный. Тут минус. Вот такие вот штуки. Ребят, короче, такой вот получился у нас сегодня видос. Решил это уже под вечер, вроде работу раскидал. Вот. У меня еще тут полным ходом идет генразборка. Тут вообще в гараже ногу сломить можно. Вот. Короче, вот такие вот розеточки есть мощные. И если вот кому-то стоит вопрос мощного блока питания, то как бы рекомендую. Мы тут, говорю, офигели сами. Крокодилом случайно коротнули еще даже без всяких доработок. Там крокодил раскалился, как лампочка засветился. Ну, маленький крокодильчик такой. Вот. Так что вот, комплект взял еще вот этих отдельных розеточек, чтобы сделать разные провода и просто под разные эти воткнул, когда нужно. Она не часто требуется, но иногда надо вот запитать такое что-то емкое. Недавно что-то приносили от старого гелика, древний какой-то блок. Надо было его там перешивать, включать, а он что-то там в пике там до 7 ампер что-то. А вот эти вот у меня все 33,05. 30,05, да, они у меня все до 30 вольт, 5-амперные блоки питания. Ну, то есть, как бы так это в целом хватает на большинство задач, но иногда вот бывают такие специфические штуки, тогда выручает или вот аккумулятор приходилось брать, вот, или вот сейчас такое вот решение я себе решил сделать. Вообще такой блок питания, конечно, по-хорошему и второй взять, блин, сделать это. Можно четко вообще эту на машину подкинуть. Когда прошиваете, то есть для стабилизации напряжения. Но я, в принципе, у меня этот
зарядник, он там до 25 ампер, его тоже обычно накинешь, за глаза хватает. Вот, а это у нас вот такие вот штучки. То есть по-другому она не вставляется. Как вы тут не стараетесь. Если только отдельно где-нибудь купите штырьки такие втыкать. Вот. А так они по форме вот так сделаны. Вот такие розетки можно врезать. И, соответственно, ну, можно, кстати, еще много где применять. То есть вот они не герметичные, но высокотоковые. То есть где тут можно какие-то еще вещи применять их. Вот. Есть XT30 всякие вот квадрокоптеры, там их используют. Потом есть XT60 до 60 ампер. И вот эти вот XT90. Но они не, на долговременно они держат тоже что-то там 65-70 ампер. Вот. Но в пике, то есть до 100 ампер они нормально. Ну, если какой-нибудь бросок, они выдерживают. Не оплавляются, ничего. Вот как бы вот так вот сделал. Ладно, ребят, надеюсь, кому-то видос был полезен. Ждем тогда в субботу пройдем стрим. Разыграем флюс от Димы Баксбергера. Вот. И все. Я еще, конечно, тот еще разыгрыватель флюс этих конкурсов. У нас тут сдэк повис что-то. Я еще эти платки вот эти, ресборды еще не отсылал никому, Так что надо вот это. Все, заняться, наверное, чуть-чуть раскидаюсь. На следующей неделе, наверное, займусь этими всеми отправками. Вот. Так что, ребят, не обижайтесь, ну реально времени просто не хватает. Да и сдэк, что-то говорю, вот сдэк вот 2 недели. Сегодня получил 2 посылки, вообще не трекались. Одновременно, как бы это, ну, пришло уведомление, что пришли, хотя они не отслеживались. Так что вот как-то так. Ладно, ребят, надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем мир, всем добра, всем пока.